Чем же занять себя в Москве, друзья? Конечно же, постоять в пробках. Творческий час папы. Мы увидим воочию, как это происходит. Подустал быть на чемоданах, постоянно без понимания, где я живу. И так что завтра уже надеюсь подписать договор и начать заезжать. Ребята, доброе утро. Я знаю, вы соскучились по папе. Привет, ребята. Папа тут устроил творческий беспорядок. Смотрите, это его новая мастерская, у него новое увлечение, он начал рисовать. Хотя папа давно рисует, все мои изошные рисунки были от папы, они висели всегда на стене в школе, и у меня всегда были лучшие оценки. Знаете, сколько всего? Но вот это вот особенно, это вид с нашей виллы на Самуи. Такой вот закат был, папа его изобразил. Такая картина у нас висела на стене там. Папа тоже это сделал. Но еще, ребята, для тех, кто не так давно, папа делает из проволоки вот такие вот шедевры. Посмотрите, вот, например, вот на эту машину. Это полностью ручная работа. Сделано все элементы сделаны вручную папой. Мотоциклы, например, вот такие. В общем, здесь... Это далеко не вся коллекция, на самом деле. У папы очень много работ. Папа творческий, да? Да, конечно. Красавчик. Вот, а я тем временем приземлился, вот, все хорошо, я сдал тест, это отдельная история. Сейчас лучше делать это по записи, потому что в некоторых лабораториях, например, гемотест заставляет тебя ждать на улице в очереди часа 2 среди людей, которые почему-то пришли сдавать тест на ковид, и если ты даже не болеешь, то есть вероятность там чем-то заболеть. Вот, но я сдал в лаборатории КДЛ по записи. Сегодня уже пришел ответ, так что я свободный человек, могу уже спокойно заниматься своими делами. Чем я сегодня, наверное, и займусь. Чем же занять себя в Москве, друзья? Конечно же, постоять в пробках. Час-полтора, там, от встречи до встречи, это совершенно нормальная картина. Конечно, если сравнивать с островной жизнью, где у тебя маршрут самый длинный в течение дня, это 15-20 минут, конечно, ценность времени максимально здесь занижена. Но можно спасаться там аудиокнижками, звонками, даже можно видосики смотреть, если умеешь это делать аккуратно. Но меня это пока что не напрягает. Я понимаю, что я соскучился по большому городу, соскучился по его ритму. Здесь совершенно другие возможности, другое общение. Конечно, это круто. Вот, поэтому я буду наполняться. Сейчас есть много интересных проектов. Я буду присматриваться потихонечку буду связываться и начинать работать. Мне прям хочется поработать очень сильно. Хорошо поработали, надо хорошо и отдохнуть. Братья пригласили в баньку. Как мне этого не хватало. Я вообще не любитель баньки, если честно. Но здесь мне нравится. Самое главное взять правильного банщика, чтобы отпарил как положено. Хорошее возвращение, мне нравится. Так, ребята, сегодня я не проспал творческий час папы. Вот, каждое утро я просыпаюсь, он что-то новое уже нарисовал, показывает. В общем, сейчас мы увидим воочию, как это происходит. Ты смешиваешь краски, да? Да. Я уже смешал краски. То есть ты знаешь уже, что ты хочешь получить на выходе? Да. Вау. Сейчас немножко добавим силикона. Готово, мастер. Готово. Что за произведение искусства? Посмотрите на эти узоры. Да. Ай-яй-яй. Получилось хорошо. Очень круто получилось. Каждый день новая техника. Но насколько я знаю, он сегодня еще что-то уже успел сделать. Пойдем посмотрим. Да ладно. Ничего себе. А это вчерашнее, да, высохло? Да, это высыхает еще. Не полностью высохло.
Я сегодня даже немножко потрогал его, но не найдешь. Исправил. А это то, что до этого было сделано. Вот это уже все. Да, я тоже все высохло. Я даже протер его. Видишь, масляные пятна прошли. Мастер на все руки! Тише! Мне нравится, как это все выглядит. Краски, все такое. Мне тоже нравится. Осталось стены размазать. Да. Ну, это можем тоже сделать. Мы встретились с Федором, пообщались, немножко поработали, и у нас сформировался запрос. Мы хотим у вас спросить, что является для вас критерием доверия, когда вы выбираете информацию? То есть какой информации вы доверяете? Если вы ищете ресурс для развития, какое-то новое знание, куда вы идете? Новые книги, ресурсы, может быть, просто музыка, где вы ищете музыку хорошую, чему вы доверяете? Ждем ваши рекомендации. В общем, у нас с папой тут ужин холостяка, у нас есть дошики, крабовые палочки и салаты из перекрестка. Я вообще зашел посмотреть, что происходит здесь в магазинах, потому что давно не был, увидел доширак и не сдержался. Все, господин, приятного аппетита. Вам тоже. Извините, что Доброй я ночи. так мало сейчас на самом деле снимаю, но очень много остается за кадром сейчас. Что поделать? Такая жизнь. Художник снова творит. Вообще, спасибо вам большое за вашу реакцию, за вашу поддержку. Я папе все отправил. Он еще не посмотрел, но я ему отправил все ваши сообщения. Вот. Давайте еще разок ему скажем, что ему пора уже заводить страницу и делиться процессом, как он это делает, как он к этому приходит, какие техники он использует. Давай, пап, серьезно, давай заведем страницу, а? Посмотрим. Посмотрим. Это уже больше, чем нет. Пока я растягивался, вот что он сделал. Шедевр. Друзья, я, в общем, принял решение, что мне нужно иметь базу в Москве. И поэтому я всю эту неделю так посматривал объявления, искал что-то подходящее. Нашел один хороший вариант. Вот сейчас приехал ее смотреть. Дом такой вот. Выглядит неплохо. Надеюсь, внутри тоже круто. Давайте я вам быстренько покажу квартиру. Я уже принял решение. Вот. Я ее буду брать. Это гостевая, ванная, туалет. Прихожая такая. Тут гостиная. Кухня. Есть небольшая лоджия. Вот такой вот видок из окна. Находится на 60-летие октября. Это вот хозяйская ванная, туалет. Все очень хорошо сделано, очень качественно, мне нравится. Собственно, спальня. Мне нравится. Все очень добротно сделано, хороший ремонт, хорошая мебель. Уютная квартирка, тепло, приятно. Так что завтра уже надеюсь подписать договор и начать заезжать. Вот так вот все быстро происходит на самом деле. Люблю, когда все получается так легко и непринужденно. На самом деле это первая квартира, которую я ездил смотреть. И сразу же матч, есть взаимопонимание. Завтра подписываем договор, я вношу необходимые платежи и начинаю ее обустраивать и переезжать туда. Так что этот вопрос решен, потому что я на самом деле подустал быть на чемоданах, постоянно без понимания, где я живу, и наконец-то есть какая-то хотя бы определенность, чему я безмерно рад. Вот такая вот жизнь, не знаешь, где окажешься завтра.
Ребята, время 6 утра, я только вернулся домой. Москва, конечно, совершенно в другом ритме живет. И я понял, что все изменилось. И даже мое отношение к съемкам тоже немножечко меняется. Мне нравится формат лайфстайла, и мне нравится делиться с вами насыщенными событиями, рассказывать, показывать, впускать вас в свою жизнь. Но в то же время мне сейчас, в связи с тем, что появилось очень много рабочих аспектов, нужна чуть больше приватность. И я буду ее сохранять. Поэтому я сейчас вот буду немножечко трансформировать свое видение, и общение немножко может быть другое, но я все так же хочу быть вам полезен, все так же хочу вас мотивировать, вдохновлять. Сейчас, действительно сложные времена для нашей нации. Это тоже сказывается. Я все равно мыслями так или иначе там, я думаю, я общаюсь, это все резонирует со мной так или иначе. Вот. Я не хочу вдаваться в подробности, но я скажу так, что сейчас, если у вас есть желание и возможность помочь, то сейчас самое время, потому что идет война уже месяц как. Вот. И она не заканчивается. И каждый день несут потери. Вот. Обе стороны. И это печально, это плохо. И я бы хотел, чтобы эта война остановилась, и я делаю на своем уровне то, что я могу, чтобы хотя бы сгладить последствия этой войны. Вот. Есть много способов помочь. Я лично выбираю помогать финансами не на оружие, а на социальную помощь, на медицину, потому что в этом тоже есть нужда. Лично я для себя вот так вот это чувствую. Вот. Поэтому на выходных я, может, поскидываю парочку вариантов людей, которые делают это очень-очень скромно и делают очень нужные вещи. И если у вас есть желание помочь, то я буду вам благодарен. Вот. Всем мир и добра. Чао.